Ну что, друзья, время 7:30, и я поехала к доктору ставить пломбу, убирать временную и ставить пломбу. Кто на канале не впервые, знает, что недавно была у доктора, стоматолога. И сейчас иду, ни пуха, ни пера мне. Уже глядя на вечер, конечно, иду, но у меня запись в 19:30, друзья. Честно, страшно. Но то, что я вас беру с собой, мне как-то, не знаю, легче становится. То, что с вами разговариваю, в общем, вы придаете мне сил и уверенности, друзья. Короче, сижу, жду доктора. И, друзья, я уже почти дома, я это сделала. Сначала он не хотел ставить уже конкретно пломбу, говорит, еще раз надо почистить, а потом так посмотрел, говорит, все, последний раз. И если, говорит, этот зуб будет тебя беспокоить, то придется, говорит, его удалить, потому что, каналы, говорит, очень узкие, тяжело, говорит, вообще, говорит. Так вот. А у нас, друзья, настало новое доброе утро. Сегодня среда, и на этой неделе в субботу у меня уже день рождения, 21 числа. Сейчас надо все дела свои закончить, все покупки сделать. Сегодня иду за покупками. Вчера ездила в стоматологию. И хочу сказать, что зуб особо так не болит, немножко, чуть-чуть побаливает. А кто не смотрел этот ролик, посмотрите обязательно. Я искала долгое время здесь в Селивке себе стоматолога. И было все очень дорого. Все говорили, что делают плохо. И, не знаю, сами, в общем, говорят, что плохо делают. Сами дают контакт этих же стоматологов, которые еще и дорого берут. В итоге я нашла, короче, 2 клиники, даже намного дешевле, даже в 2 раза дешевле, чем давали сами же люди, да, на которых они жаловались в итоге. Вот, я не могу сказать, что зуб болит, иногда немножко так побаливает, даже при том, что, да, это вчера только было сделано. Вот, как и говорила, мне сказали, что, типа, очень каналы, говорит, узкие, у меня там остался немножко даже кусочек нерва, то есть до конца не удален нерв. Кто-то говорит, с одной стороны, это хорошо, кто-то говорит, что это плохо. То есть хорошо, почему? Потому что то есть через нервный, то есть через этот канал идет питание зуба, зуб не будет разрушаться. Кто-то говорит, что это хорошо, плохо, то, что будет зуб болеть. Вот, я не знаю, что будет, но я буду с вами делиться, да. Как бы пока вот не болит, пока нормально. Да, зуб, конечно, уменьшился намного. Прям такой маленький-маленький остался. Еще пугает, конечно, то, что он сказал, что если будет болеть, то остается только удаление зуба. Вот, а удалять зуб, конечно, не хочется. Скажите свое мнение, друзья. А еще в этой стоматологии предлагают пасты и щетки от Atomy. Кто вот смотрит канал впервые, я партнер Atomy, и я помогаю зарегистрироваться на этой площадке, то есть на этой платформе, в этом интернет-магазине, чтобы люди сами себе домой заказывали. То есть я работаю удаленно. И когда я пришла и увидела то, что там продают, вот как бы прям продают эти пасты, они там, кстати, дороже, чем на самом сайте, я, конечно, удивилась. То есть они сами же, стоматология сама предлагает наши пасты, пасты Atomy Южной Кореи, вот, которые я себе заказываю и привозят мне, по сути, это все домой. Вот. Ну, а сейчас я поехала, мне нужно купить мясо. Вот не знаю, поехать ли в тот же ларечек, куда я обычно езжу, или заехать в чисто Мигрос и там купить. В общем, сейчас посмотрим.
Приехала я в Мигрос. Давайте посмотрим, сколько стоит мясо здесь. Мигрос, конечно, магазин хороший, но здесь дороговато. Вот, сейчас посмотрим мясо, сколько стоит. Так. Мне желательно фарш. Сейчас узнаем, сколько стоит. Здесь что-то не написано, если честно. Ну, вот есть дана орта яглы эти. То есть средней жирности 519 лир. А есть вот антрикот. Ну, это как бы для жарки 809 лир. А контрфиле чифтлик 649 лир. Дана бутыклярия. Ну, то есть это ляжка написано 539 лир. А говядина, ой, то есть баранина, кузу с костью 479 лир. Вот, ну, в принципе, когда мы покупали здесь мясо, оно было нормальным, неплохим. Вот, скорее всего, вот это вот идет на фарш. Скорее всего, возьму. Наверное, это вот 519 лир. Вот, а там в лавке я брала за 560 или 570 было. Вот последний раз, но что-то тоже как бы не прям свежайший был, поэтому думаю, дай-ка я сюда зайду, килограммчик куплю. Ехать просто далеко не хочется, здесь прям делают фарш. Вот, так что также я знаю, что здесь можно купить, вот, допустим, филейную часть и сделать себе фарш, сколько вам надо. То есть отдельно у них фарша нету, надо именно вот покупать. Вообще, вот немножко зуб так о себе дает знать, да. Больше мне как-то вот их анестезия настораживает. После анестезии на следующий день вот лицо как будто такое отекшее и голова, короче, болит. Именно после анестезии, потому что вот как только ее сделали, у меня вот когда даже начинает неметь все, она настолько сильная, короче, немеет надолго очень сильно и вот прям до суда поднимается. И когда вот анестезия отходит, у меня аж вот здесь вот какой-то вот холодный, как будто бы поток какой-то идет. Я не знаю, что это такое. И даже вот вчера сделали мне, по сути, в 19:30, а я легла уже спать где-то в 11. У меня еще действие продолжалось. Я вот помню, ночью я так языком шевелю, у меня все еще язык был онемевший. Так, килограмм, 68 грамм, 555 лир нынче стоит мясо. Ну, как я и говорила, я купила фарш из тех кусков, которые я вам показала. А вообще сейчас хожу в Мигросе и понимаю, что не зря сюда, по сути, зашла, потому что мне очень много всего необычного надо. Я хочу на свой день рождения заранее подготовиться. Ну, немножко там поприготовить всякие вкусненькие вещи. Мне нужен сыр рикотта, еще один сыр нужен для бутербродиков. Вот, то есть я в свой день рождения готовить не хочу, но потому что мы запланировали программу такую интересную, праздничную. Вот, потом вы узнаете, обязательно вас с собой возьму. Не могу обещать, что прям целый день с вами проведу, но немножко как бы покажу вам, как. Ну, конечно же, заранее говорю, что это будет как семейный праздник, потому что обязательно будут дети, да, то есть нужно такое как бы развлечение, чтобы и кормили, и чтобы дети там могли развлекаться, и чтобы мы там могли отдыхать. То есть вот наподобие чего-то такого я хочу, и я нашла. Я нашла и поделюсь с вами. Возможно, кто-то тоже из Селивки хочет день рождения справить наподобие чего-то такого, да, то есть потому что вот эти вот застолья, юбилеи, там, ну, у меня не юбилей, но все же я ненавижу. Собирать столы, накрывать столы, это уже не в моем репертуаре. Возможно, там в 20, максимум 25 лет еще было как-то приемлемо, но сейчас, после 25, я понимаю, что это, вот знаешь, в общем, пришли все, покушали, принесли там тебе подарок, нажрались,
и ты на это все смотришь. Ну, какой это день рождения? День рождения должно быть исключительно ради человека, у кого день рождения. Ну, то есть близкие, окружающие, которые прям вот близкие, которые окружают, ну, вот из вашей семьи, естественно, они будут рядом находиться. Нужно придумать какое-то развлечение для них, чтобы они вас никаким образом там не тревожили, да, но при этом нужно именно отдых для души, для тела вашего именно непосредственно, потому что в день рождения, ну вот есть такое, то, что говорят так многие, такой энергетический обмен происходит, что человек наполняется, и в этот день он должен отдыхать, развлекаться и проводить день не прямо весело, да, но и не скучно, то есть и без всяких там тяжелых каких-то энергетических затрат. То есть затрачивать свои силы нельзя ни в коем случае. Так, и, друзья, мне нужна рисовая мука. И вот, знаете, я вместе с вами сейчас буду искать ее. Рисовая мука. Вот интересно, как она здесь вообще, продается ли? Потому что до этого я не задавалась этим вопросом, а сейчас у меня вот в рецепте одном появился этот ингредиент. Посмотрела сейчас название, называется пиринч оно. Пиринч. Ищу. Мусор оно. Мусор это кукурузное, а именно вот пиринч оно. Ну, это, наверное, надо подойти кому-нибудь спросить. Слушайте, а может вот здесь вот пиринч оно. Нашла. Смотрите. Вместе с вами нашла. Вот она, рисовая мука. Пиринч оно написано. Вот, для одноразового использования. Ну, для меня это будет многоразовое. Слушайте, есть за 31. Здесь вот сколько грамм? 5 по 35 написано. И есть вот такой вот. Я, наверное, вот такой возьму. Пиринч оно. Да, вот такой возьму. И есть еще вот массер. Это мне тоже нужен. Это кукурузный крахмал. Вот. В общем, я вот эти две вещи беру. Хорошо, что я сюда зашла. Еще мне нужен ванилин. Скорее всего, еще вот такой ванилин возьму. Шикерле. Подождите, нет, здесь ванилин не написано. Ваниль. А, нет, вот ванилин, шикерле, ванилин, все верно. И это еще возьму. Так, смотрите, взяла корзину. И так, знаете еще что? Еще же ведь торт нужен. И я не могу найти, кто готовит здесь вообще вкусные торты. Не турецкие, потому что скидывают вот в группах русскоговорящих всякие турецкие имена, кто готовит торты. Я бы не хотела турецкие торты. Я бы хотела, пусть он будет хоть маленький, да, как бы, потому что я понимаю, что насколько он дорого выйдет здесь, если большой заказывать. В принципе, пусть он будет небольшой, но лучше вот такой вот, как мы привыкли кушать торт вкусный, какой-нибудь с творожной начинкой, короче. Сама готовить не буду, а это у меня для, как сказать, ну, в общем, на повседневку. Я хочу тортик тоже приготовить, но не на день рождения, как бы. Еще помимо этого там рецептик есть очень интересный. Вот, все рецептики я всегда выкладываю в свой кулинарный канал «Простые рецепты». Если хотите, переходите, смотрите, ссылки всегда в описании оставляю. Но вот есть беда такая в Селевке, потому что вот ни на слуху, ни на виду нет здесь тех, кто готовит торты. Так что кто сюда едет, давайте едьте те, кто умеет готовить торты. У вас их просто забирать будут руками и ногами. В общем, вы нам здесь нужны. Так, еще мне нужен бутик для бутерброда. И я хотела, так, сейчас посмотрю, из индейки что-то. Вот 50 грамм 28 есть.
фюме хинди. А здесь 110 грамм 59. Ну, в принципе, одинаковая цена, наверное, мне достаточно маленького. А вот у нас, в принципе, еще дома лежат такие. И я возьму вот такой вот. Опа. Да, вот такой возьму из хинди. Стоит 28 лир. Это нарезанная, как бы, как ветчина, можно сказать. Еще мне нужен крем, то есть сыр рикотта называется. Не знаю, есть ли он. Но это как творожный сыр, но вот название рикотта. Не знаю, найду ли я здесь. Вот лабне, я знаю, что сыр творожный, вкусный. Но именно рикотта. Каймакле. Лабне. Такой вот есть. Интересно, есть ли рикотта? Ну, в принципе, я так понимаю, все сыры здесь. Но не вижу, друзья, не вижу. Еще с другой стороны посмотрю или спрошу. Так, еще мне нужно каймаксас йогурт. Смотрите, 750 грамм. Вот такой вот каймаксас йогурт. 43 лиры стоит. Наверное, возьму. В общем, друзья, не нашла я такой сыр. Вот, наверное, вот такой возьму. Тоже творожный. Может быть, наподобие рикотты. Ну, он получается там ягле, то есть жирный, полная жирность. Вот. Ну, в общем, не знаю, короче, рикотты я не нашла. Хотя вроде написано, что здесь рикотта в Турции встречается. Но я не нашла, к сожалению. И не у кого спросить здесь даже, если честно. Особо никого нету. Вот одна женщина работает, но она в совсем другом отделе. В общем, набрала всего-всего. Я еще купила пармезан сыр. Он стоит... Вот, пармезан сыр называется Иски Кашап Пенир. 139 лир стоит. Ну, самое дорогое у меня мясо на 555 и сыр на 139. В принципе, остальное так, по мелочи. Вышло на 876 лир. Вот. И сейчас заеду, еще куплю помидоры черри, мне нужно, и поеду домой. Купила черри, помидоры, вот в этой лавке за 60 лир за килограмм. Поеду сейчас домой. И, друзья, скажете, что же ты нарядилась? Я хочу немножко вас познакомить с тем, как я снимаю видео на свой канал «Простые рецепты». Везде лежат игрушки, не обращайте внимания. Вот, надо еще успеть дома убраться. В общем, вот такое вот платье надеваю, ну, более такое нарядное. Вот таким вот образом я снимаю на кухне у себя, ставлю свет. Вот еще дополнительно вот такая вот штука у меня. Кому интересно, проходите на канал «Простые рецепты». Сегодня вот я приготовила тортик, засунула его в холодильник. Сейчас буду уже готовить на вечер. Там такое блюдо, как вот как котлетки с лепешками. Ну, короче, вкусная вещь. Вот, кому интересно, проходите, друзья. А я дальше снимать свой контент. И, друзья, у нас настал новый день. Я снова сегодня готовила, снова приоделась для канальчика «Простые рецепты». Приготовила я сегодня 2 вида блюд.
На завтрак приготовила такос морковный. И вот на обед, сейчас сына проводила, я приготовила кабачковую пасту с курицей, сыром и помидорами черри. Вот, а кому интересно, также проходите на канал, ссылки оставляю внизу. И сейчас я буду убираться, друзья, да. Завтра пятница, завтра уже все прям конкретная подготовка к дню рождения. Кстати, нашла торт, вчера вечером договорилась с девочкой. Нашла я, наконец-то, русскоговорящую девочку, которая делает русские торты. Ну, то есть не русские, может быть, они какие-то... Ну, в общем, они по-нашемскому, они по-турецкому. Турецкие торты мне не нравятся. Вот. Так что тортик нашла, килограмм 900 лир, сказала. Если от 1,5 килограмм, то 750 за килограмм лир. Вот такая цена, в общем. Я обязательно поделюсь тортиком, надеюсь, если мы его не съедим. Но сейчас надо убраться, потому что завтра точно не буду убираться. Надо попробовать. Сейчас вот я быстренько пропылесосила полы и хочу помыть полы. Вот, в общем, швабру я купила. Можете посмотреть, какую я швабру купила в предыдущем ролике. Сейчас будем пробовать эту швабру. И у нас вот здесь в коридоре ничего, кроме зеркала, нет. Вот, мы все еще не купили шкаф сюда, в коридор, то есть во входную, как назвать ее, в общем, где должны быть, по сути, шкафы для вешалок, для одежды, у нас его нету. У нас в каждой комнате просто свои там, ну, для этого всего есть принадлежности. В общем, нужно все убрать с пола. И у нас вечно вот такие вот дела лежат на полу. Это после бассейна, мы все еще не убрались. Это мы перед сном обычно ходим в бассейн. У нас здесь в Сите есть бассейн, кто на канале впервые. Здесь у нас вечно что-то у нас дети делают. Короче, коробку поставили, видать, выбрасывать. Это инструменты Руслана с прошлой субботы уже лежат, надо убрать. Мы велик чинили. Или с воскресенья, я уже забыла. В общем, вот у нас вешалки, можно сказать, батарея. Вот, и здесь вот у меня ведерко, про которое я говорила. Здесь не бывает, что ли, таких круглых ведерок нам привычных. Здесь вот такое вот ведерко продается. Кстати, очень много уже воды налила. Ну ладно. Что хочу сказать. Полы я раньше мыла вот такой вот шваброй. Вот. Но она у меня сломалась. То есть она была еще длиннее. И теперь, чтобы мыть полы, сейчас я вам покажу, как мне нужно это делать. Мне нужно вот так нагибаться и мыть. То есть это неудобно, поэтому я купила новую швабру. А это у меня так, знаете, вот, ну, в общем, запас. Как всегда, собираем запас, для чего он нужен. Короче, вот так вот туалеты мы моем. Это туалет турецкий а-ля тюрк. И в гостевой обычно всегда такой туалет идет именно а-ля тюрк. Ну, потому что туркам это необходимо. Вот, ну хотя в Газипаше, где у нас своя квартира, там у нас нет а-ля тюрк, там 3 санузла и нету а-ля тюрк. Вот, ладно, сейчас не об этом. Моем мы, короче, вот так, потому что везде плитка, мы прям вот включаем воду, и так же, как и балкон, мы вот так вот моем все водичкой, промываем. Так, сейчас что хочу сказать. В общем, вот такое вот ведерко с водой, да, и швабра. И швабра, отдельная тряпка, и не знаю, как я буду, конечно, всем этим делом заниматься. А вот и моя швабра, друзья. Короче, я так понимаю, сначала нужно намочить тряпочку. Кто помнит, сколько стоит швабра, я уже забыла. Рублей 500 вроде. На днях мне, конечно, тут скинули одну швабру хорошую. Говорит, классная швабра, типа, покупай. Я говорю, да вот уже купила. Ну, это, конечно, в России. У нас, не знаю, есть ли такие швабры. В общем, вот так вот делаем, да. Сейчас я вас куда-нибудь поставлю. Отличное место. Скажете, в платье будешь мыть полы, ну, придется, раз я снимаю все это. Сейчас с вами посмотрим, удобно ли вообще этой шваброй мыть. Купить купили, но вот по поводу удобства не знаю.
ходит хорошо. О, ну трудновато, кстати. Что-то как-то пипец она большая. Слушайте, ну у меня, конечно, и квартира не маленькая, да? Но она очень большая. Так что, не знаю. Наверное, не советую такую покупать. Но я не знаю, где здесь. Может, на Трендиоле можно найти нормальную швабру. Подскажите. Ну, в принципе, она, конечно, такая. Ну, то, что вот крутится удобно в этом плане. А так, блин, то ли я отвыкла такой мыть, что как-то неудобно, если честно. Но по всем углам может пройтись, конечно. Ой, кроссовки начнем одевать. Кроссовки лежат, хотя я вечером тоже уже ношу кроссовки. В общем, честно, не совсем удобная. Я не знаю почему. И с чем это связано. В общем, не настолько она удобная, друзья. Ну, ладно. Пошла я дальше мыть полы. С вами увидимся чуть позже. Еще знаете, что хотела сказать, пока вот мою полы, вспомнила. У нас на днях, в общем, улетел тазик. Сейчас тоже очень сильный ветер. И прям вот я сижу, кушаю за столом. И пока вот сейчас мыла, увидела то, что у меня сейчас тоже чуть не улетела вот эта вот штука, куда вешаешь вещи. Ну, то есть сушка, или как она называется, в общем. Вот эта штука с балкона чуть не улетела. У нас как-то улетел один стульчик большой. Вот, как я не знаю, так получилось, что ветер его поднял, и он, короче, разбился. И, слава богу, ни на какую машину не попал, потому что здесь во дворе все машины паркуют. И вот на днях тоже сижу за столом, кушаю, и, значит, тазик вот так поднялся, и вот так улетел, короче, прямо перед глазами. Я вообще удивилась. И у нас вот такой ветер часто бывает. Все вот эти картинки, иногда, если окна открыты, все эти картинки вот так вот сносят просто. Сейчас вот тоже занесла вот эту вот вешалку для сушки вещей. А когда занесла, там тоже на кухне все снесло. У нас, кстати, да, вместо картин вот такие вот красивые рисунки детей. Ну, потому что они приходят и видят, что что-то висит, значит, еще надо повесить. И пока они по всем комнатам не развесят это, не успокоятся. И обязательно нам нужно этому помочь. Тем более, если один ребенок повесил, еще и второй просит. А у нас двойняшки, кто на канале впервые, они у нас обязательно. Все надо по 2 раза делать. Одному делаешь и второму. Так что вот так вот и живем. Но, если честно, мне даже нравится, когда ты видишь вот это все детское, то, что ручками детей сделано, не знаю, прям вот, ну, на сердце так тепло-тепло, на душе тепло-тепло становится. Вот, но дальше убираться я пошла. И, друзья, домыла полы, присела, еще в душ сходила, сейчас вот волосы высушила, присела с вами поболтать. Что хочу сказать. Швабра, да, не совсем удобная, она, знаете, не скользит. Короче, к ней нужно привыкнуть, она то, что вот такая маневренная, она, короче, в разные стороны. Ну, с ней, в общем, можно идти вот так вот. Швабра вперед вас должна идти, короче, даже так. То есть, вот, ну, мы же привыкли сначала, как бы, ну, пятимся назад, вот так вот моем шваброй и идем назад, получается, да. Вы первая, потом швабра за вами. А тут можно перевернуть ее и спокойно вперед толкать. То есть, если она у вас задерживается где-то, в общем, девчонки, кто в Турции, я не знаю, где здесь еще швабру удобную купить, но вот в Салы-Пазары купила такую швабру, и к ней нужно еще и приспособиться. Оказывается, это не те швабры, которые я раньше покупала у себя. Вот. Да, она как бы маневренная. Этим, конечно, удобно, то, что вот я сейчас под всеми кроватями быстренько тоже убрала пыль, там пылище, конечно, прям целая шуба была уже, потому что у нас пылесос, в общем, он немножко сломался, и он сейчас не заходит под кровать, поэтому как бы
Вот так вот, чтобы самой лазить там под кроватью, я не лазила. Поэтому там действительно уже такая пыль была, и швабра, она маневренная. Об этом плане, конечно, хорошо. Вот. Ну и то, что она широкая, у нас очень большие комнаты. Вот, например, даже если зал вот наш смотреть, да, смотрите, какой большой салон. Вот ветер, видите, какой. Но он вот так подует после обеда, и потом к вечеру прекратится. В общем, ну ветер хороший, такой сильный. В общем, надо как-нибудь рум-тур называется вроде, да, устроить по квартире. Квартира у нас 3+1, не маленькая. Вот как увидели, это отдельный салон, отдельно от кухни. И вот то, что вот эта швабра широкая, как бы можно быстро помыть все, недолго. Вот в этом плане хорошо. Вот, а у нас сейчас заканчивается опять яйца, мясо. Короче, мне опять нужно идти в магазин. Вот, перед тем, как отправиться в магазин с вами, хотела по поводу зуба еще рассказать, так как новый день, как бы еще сегодня не говорила о зубе. В общем, зуб не болит. Тьфу-тьфу-тьфу. Прям не сглазить бы. Тьфу-тьфу-тьфу. По дереву постучу. В общем, не болит зуб. Надеюсь, эта клиника хорошая. Да, конечно, как я и говорила, форма зуба очень-очень не изменилась. Она была, зуб был высокий, стал вот такой вот короткий, наверное, наполовину уменьшили длину зуба, ну, который выпирает именно, да. Вот. В общем, друзья, зуб не болит, и это хорошо. Вот, потому что, говорят, здесь в Селивке, во-первых, берут дорого, повторяюсь, да, еще и не умеют делать. Но вот я сходила, очень много там докторов, и вот если кому интересно, я посмотрю имя, у меня вот в телефон сразу сообщение приходит. Там и имя доктора, и все написано, и имя, то есть название поликлиники, то есть стоматологии частной вот этой вот я вам дам. Пишите в личку. Эта стоматология находится в Селивке, а тут пишут некоторые в Газипаше. Нет, не в Газипаше, друзья, мы уже давно из Газипаши переехали, мы в Селивке живем. Вот, так что поехали за продуктами. Сейчас время доходит 4, и посмотрела погоду, 29 градусов показывает. На выходные вообще печально, показывает, что дождь будет. Не знаю. Перестала носить кепку, но очки я всегда беру. Бывает, что солнца нет, а бывает, солнце прям уходит резко. И приехала я в А101. Хоть и 29 градусов, на улице жарко. Вот. Давно я не смотрела, сколько температура на улице. И давно я не смотрела, сколько стоят яйца. Так, давайте посмотрим. Опять подешевели яйца, похоже. Смотрите. 99 лир. И эти 99 лир. Какая разница? Вроде нет разницы. Наверное, вот это куплю. Медиум. Оба медиум размер. Вот, смотрите, медиум написано. То есть класс А, а этот М-ка размер. Ну, средний, короче. 99 лир, 30 штук яиц. Так, и нужна мне каша. Кашу я иногда беру вот такую мягкую, которая быстро разваривается. 350 грамм, 42 лиры. И 500 грамм, 42 лиры. Есть вот такая вот жесткая. Наверное, ее возьму. Ее в последнее время больше нравится нам. Больше едим. Так, ну и мне, скорее всего, мясо нужно какое-то. И, наверное, я возьму филейную часть. Филейная часть здесь за килограмм 195 лир. Вот. Это именно филе курицы. Вообще я, конечно, еще и, может, индейку купила бы, но в А101 обычно нету индейки. В Биме индейку можно встретить. Так, ну вот
Вот это, наверное, филе возьму сейчас и поеду домой уже. И у нас ночь, время 10:30. Сейчас пойду спать. И вспомнила, что не закончила этот ролик. Вот так вот последнее время снимаю редко, начала снимать редко и совмещаю несколько дней, потому что, ну, и времени не хватает. И помимо этого, ну, когда вот так вот копишь, много-много интересного можно показать, много магазинов, много цен. Ну и подытожим, наверное, да, швабра, которую я купила в прошлый раз, не очень удобная получилась. Зато зуб не болит. То, что я нашла стоматолога, хороший стоматолог, мне понравился. И вообще зуб вообще никак не тревожит. Очень как-то в этот раз удачно получилось. Он даже, знаете, как будто бы вот, когда я там сидела, я видела, как вот он что-то сжигает там прямо внутри, и у меня изо рта пар шел. Я, конечно, очень сильно испугалась, я не ожидала этого. Я первый раз в канал вот так лечу, и поэтому для меня было это удивительно. Вот, но зуб не болит, и это прям радует. Потому что я особо по зубам, ну, редко, очень редко ходила. У меня все зубы свои, и я, так сказать, лечила уж, но очень редко, очень. То есть у меня нет вставных зубов каких-то там, что-то там нету, в общем, у меня все свои, все на месте. Чисто вот эти последние зубы, которые, как они называются, зуб мудрости. Я 2 удалила, верхние вроде, потому что они мне мешались. Они были, как сказать, вот когда они вылезли все, я помню, последний зуб мудрости у меня вылез 24 года. Очень поздно. Ну, не знаю, смотря у кого как, наверное. У меня, в общем, они вылезли, и они мне сразу же стали мешать, потому что я кусала щеку, помню. И прям пипец вот. Я пошла к стоматологу, я говорю, что делать? Я говорю, кусаю щеку. Он говорит, удаляйте все. В общем, они, говорит, не нужные, по сути. И вот я то ли сверху, вроде сверху я удалила 2 оба зуба. И все сегодня целый день не могу правильно выговорить, правильно поставить ударение на это слово зуба у меня получается. Но у меня иногда бывает такое, заклинит что-то, я прям, хотя вроде нормально до этого выговаривала, все нормально было, а именно вот сегодня у меня целый день не зуба, а зуба получается. Вот, в общем, короче, такие дела. Так что вот такие вот у меня будни, такие вот бытовые моменты жизненные всякие. Вот. Всем спасибо за просмотр, всех люблю, всех целую. Всем спасибо, что пишете комментарии, ставите лайки. Я вот понимаю, что поставить лайк несложно, но сама я тоже очень редко ставлю лайк, и у меня муж говорит, твой лайк, говорит, многого стоит. Потому что я редко ставлю тоже людям лайк, когда смотрю, но это нужно, это, поверьте, нужно, это для того, чтобы видео все-таки набирало, нужны лайки, поэтому не скупитесь, пожалуйста, на лайк, ставьте лайки. Всем желаю счастья и, конечно же, мирного неба над головой. Всем пока!